Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 28 февраля, среда, поздний вечер в Вашингтоне. Это хорошо, что у меня получается сегодня вечерний выпуск, потому что самые интересные и важные события подошли в конце рабочего дня, ближе к вечеру. Но начну я с нашего главного вопроса – петиции, потому что мы близки к ситуации цейтнота. На днях министр финансов Соединенных Штатов объявила, или не объявила, она призвала глав государств и правительств стран НАТО, Евросоюза ускорить решение вопроса о конфискации или аресте и передаче Украине 300 миллиардов долларов. Это те деньги, которые заморожены, они раньше принадлежали, ну и пока формально принадлежат Центробанку Российской Федерации, но заморожены. И казалось бы, вроде все хорошо, надо радоваться, что дело ускоряется, но в том формате, в котором рассматривается сейчас этот вопрос, есть проблемы. Проблема первая. Рассматривается вопрос о возможности использования этих денег для восстановления Украины. Но прежде чем ее восстанавливать, ее надо освободить полностью от агрессора. А вот использование на военные цели пока не предусматривается. Второй вопрос там отсутствует пока, но он будет так или иначе, но остро, отдельно, как принципиальный вопрос о создании жесткого международного контроля за передачей и использованием этих средств там пока нет. Но это вот оба те вопроса, ради которых мы писали эту петицию и разместили для подписания. Поэтому, как говорится, время на раскачку у нас нет. С одной стороны, значит, надо подавать уже эту петицию, с другой стороны, желательно набрать как можно больше голосов. Потому как как-то стыдно будет, когда американцы, чернокожие, набрали под своей петицией в связи с Флойдом, значит, с его убийством, да, его признали убийством, 3,5 миллиона буквально за несколько дней, а 30 миллионов украинцев для себя не могут подписать там, набрать более чем 200 тысяч подписей. Поэтому, господа, настоятельно призываю. Сейчас я вам размещу еще раз улучшенную. У нас есть подвижники среди зрителей, которые все время шлифуют и улучшают инструкцию. Она сейчас упрощена до безобразия. Значит, запомните, заходите по ссылке. Ссылка будет в описании этого видео и первый прикрепленный комментарий к этому же видео. Заходите по ссылке на сайт петиции, заполняете фамилия, имя, затем электронный адрес, нажимаете на красную кнопку, вас переводит на следующую страницу, и вот там уже ничего не надо нажимать. Не надо нажимать там не донаты, пожертвования, не надо ничего абсолютно. Закрывайте браузер, закрывайте окно и идите в свой почтовый ящик. Может сразу прийти письмо или сообщение от этого сайта Change, может через некоторое время. И вот там вы нажмете еще раз кнопку «Подтвердите свою подпись». Все. Так что кто может, кто в силах, потому что мне тут один пишет «Я боюсь». Господа, в ваших жилах течет кровь викингов. Ну что такое боюсь? Боюсь, вы будете в шалаше жить. И потом всю оставшуюся жизнь будете страдать от того, что вам не помогли. Помоги себе сам, и тогда тебе помогут другие. Так что смотрим быстренько, а потом переходим к основному вопросу. У нас они важные.
Итак, важнейшие события. К вечеру CNN опубликовала и Вашингтон-Пост сообщение: Пентагон рассматривает возможность задействовать последний источник финансирования вооруженных сил Украины. И вы знаете, я вам неоднократно рассказывал про этот источник. На счетах Пентагона сохранилось 4,2 миллиарда долларов, которые можно использовать президенту. Это PDA, то есть это на эту сумму президент может запустить руку в арсенал Пентагона и вытащить на эту сумму соответствующие виды вооружения, боеприпасов и отправить в Украину. Но, согласно существующим правилам, если ты оттуда вынул на 4 миллиарда, то должны быть деньги, на которые ты закажешь то же самое оружие или боеприпасы. Они будут произведены и заместят те, которые ушли. То есть там не должно быть ниже НЗ, неприкосновенного запаса. И это нужно в том числе для того, чтобы потом опять оттуда брать и опять передавать. И вот 4,2 миллиарда, они есть фактически на то, чтобы изъять из закромов Пентагона оружие, прежде всего боеприпасы, сейчас идет речь. Но не было денег для того, чтобы разместить. Эти деньги, вот они по разным статьям шли. Вот эти вторые деньги, это шли статьи, по статье «Помощь, инициатива помощи Украине». Это для размещения заказов на предприятиях ВПК. Но, учитывая ту ситуацию, которая сложилась в Украине, Пентагон решил пойти ва-банк и опустить ниже НЗ, ниже нормативов, которые, значит, существуют. Короче говоря, сейчас рассматривается вопрос о использовании 4,2 миллиарда для экстренной поставки, прежде всего, боеприпасов в Украину. Вопрос не закрыт в том смысле, что окончательное решение не принято, но я так полагаю, что если об этом начали уже писать в основных изданиях и на телеканалах, ну, тут язык такой применяется, использован такой язык в этих сообщениях, как будто дело, в принципе, решенное. Нужно просто поставить точки над «и» и так далее. То есть второй раз за последние полугода, наверное, Пентагон делает сальто-мортали и из воздуха получает очередные миллиарды. Вот так несколько месяцев назад путем каких-то там перерасчетов, аудитов они выявили наличие ранее отсутствующих там 6 миллиардов долларов. Теперь прибавляется еще 4,2. Итого 10,2. Обратите внимание, что если вот проводится аудит и вот начинает скрести по сусекам, и появляется вариант, как, ну, неожиданный вариант, да, то вариант в Пентагоне с плюсом. То есть они появляются деньги. Разница между Пентагоном и Министерством обороны Украины. Там они исчезают. Если не проявляется неожиданность, то она имеет отрицательный характер. И я напомню, в каком объеме эта отрицательная неожиданность. То есть это 36 миллиардов гривен. Это за 22 год, то есть практически миллиард долларов. И за прошлый год это 44 миллиарда гривен. То есть там зашкаливает уже за, ну, ближе к 1,5 миллиардам долларов. И почему-то никто не ставит вопрос. У меня тут спрашивают, где деньги, где ленд-лиз. Но я не вижу здесь ни одного, кто бы мне написал здесь. Ермак, Зеленский, Минобороны. Где наши 36 миллиардов и 44? Никого этот вопрос почему-то не интересует. Дальше, значит, что пишет, сообщает американские издания. В связи с острой необходимостью в боеприпасах эти деньги будут использованы таким образом, чтобы боеприпасы пришли в Украину как можно скорее. То есть будут они размещены там, среди тех, кто имеет эти боеприпасы уже у границ с Украиной. Ну, так на ум приходит. Они не объясняют, кому и как в деталях, но так на ум приходит. Значительная часть американских боеприпасов находится уже в Европе. Это вот эти склады НАТО. Видимо, оттуда что-то будет взято. Ну и, наверное, речь пойдет о вот этих 800 тысячах снарядов, о которых говорил президент Чешской Республики. Короче говоря, все должно быть сделано в форсированном темпе.
но предупреждает, что это последний, так сказать, сальто-мортале, который удастся делать Пентагону, потому что, ну, других средств на счетах известных нет. Но подчеркивается, что Пентагон рассматривает и другие варианты «Б». То есть их не один, есть еще. Ну, если, видите, если этим делом занялся не только Пентагон, но и Центральное разведывательное управление, и не только оно одно, а все разведсообщество Соединенных Штатов Америки в количестве 18 агентств, то есть весь силовой блок Соединенных Штатов Америки, то есть надежда. Так что лед тронулся, господа. Тут еще кое-что происходило за этот период. Нашим бойцам ВСУ скоро придет долгожданный боекомплект. Тем временем, я не перестаю, кстати, подчеркивать, что вот мне опять-таки пишут многие там, США задерживают, не поставляют там туда-сюда. Сейчас вся задержка. Это понятно уже на Западе всем. В ней виноваты два человека. Это Трамп, а вторая фамилия – это его подстилка, так называемый спикер по фамилии Джонсон. И это понятно уже всем, потому что сегодня, вот, например, поступило обращение к спикеру Джонсону, подписанное 23 спикерами западных стран, страны НАТО, страны ЕС, к нему с просьбой, с требованием поставить вопрос на голосование. Фактически занимается саботажем, зная, что если он поставит на голосование, помощь будет утверждена, он этого не делает по приказу Трампа. Два человека. Вот она на третьем столетии существования американской демократии образовался такой казус, когда два негодяя могут застопорить машину, и все. И надо искать выход. Но я думаю, что не первый раз это происходило. Дальше мы с ним поговорим, что будет происходить дальше. Но, увы, то есть вопрос будет решен, но, увы, вот в это несчастное время, когда застопорена практически государственная машина США, попала Украина во время агрессии. Но вот в отместку им сегодня Верховный суд вынес неожиданное решение. Трамп подал пару недель назад туда подал апелляцию на решение панела из 3 судей апелляционного суда Соединенных Штатов Америки на его решение апелляционного суда, который, значит, сказал, что у него нет никакого иммунитета. И считалось, то есть Трамп планировал подать в апелляционный суд в полном составе. Он не особо спешил с этим, потому что его главное, он не оспаривает то, что ему приписывают, в том, в чем его обвиняют. Он просто тупо пытается затянуть, чтобы не засудили его до избрания, до выборов. Да? То есть речь идет не о том, чтобы он честный человек, я хочу доказать в суде свою правоту. Нет, он просто тянет кота за хвост. Так вот, сегодня Верховный суд принял решение, что он рассмотрит вопрос о иммунитете, рассмотрит его 22 апреля. По поводу иммунитета все специалисты Соединенных Штатов считают, что у него нет никакого шанса, потому что это идиотский вопрос о том, что кто-то, даже президент Соединенных Штатов, может иметь иммунитет от закона, может быть выше закона. О чем ему сказал представитель апелляционного суда? Специалисты не видят варианта, что Верховный суд может сказать «нет, он имеет». Ну и по большому счету было неожиданно. Считали, что Верховный суд просто не станет рассматривать этот вопрос, и все. Сегодня объявлено, будет рассмотрен этот вопрос. А раз он будет рассматриваться 22 апреля, то близко, конечно, уже самый разгар предвыборной кампании, что уже нехорошо, но еще есть время для того, чтобы суд состоялся до ноябрьских выборов. Так что справедливость, правосудие должно восторжествовать. Будем надеяться, потому что, кстати, после 2020 года, когда Трамп фактически пытался, за что его сейчас хотят судить, сфальсифицировать результаты выборов 2020 года, то есть все вернуло в нормальное русло судебная власть. Он не выиграл там, десятки
исков было, и все он проиграл. Во всех судах, даже там, где, значит, судьями были а, республиканцы. То есть, считаю, для Украины это, да и вообще для всего мира это очень позитивный момент. Кстати, вот сегодня утром послушал на Ютубе интервью недавнее Курта Волкера, которое он дал какому-то украинскому каналу, не помню какому, но если наберете Курт Волкер, вы его найдете. Это республиканец, человек, которого я глубоко уважаю, потому что он хороший эксперт, он профессионал, он любит Украину, он принес много пользы Украине, он такой подвижник. И он республиканец. Я не скажу, что он трампист, он нормальный, настоящий республиканец, и он выступал, когда был процесс в рамках импичмента Трампа, связанного с Украиной, он там выступал и сказал все честно, откровенно, нелицеприятные вещи, он говорил, для Трампа. И в результате, ну не только в результате, но его выступления, показания были в русле того, что в конце концов привело к импичменту Трампа. Так вот, значит, он высказывает такую мысль, что с Трампом будет все нормально. Вот если его изберут, он будет хорошим президентом, потому что он будет другой, он будет лучше, чем был. Категорически не согласен. И не только я, вообще все эксперты здесь не согласны. Прошлое президентство с 16 до 20 года, дурь онова, то есть Трампа, была ограничена тем, что у него не было своей команды. Он не верил, даже не подозревал, что его выберут президентом. Поэтому у него не было своей команды. Поэтому туда случайно попали нормальные люди. Генералы, Макмастер, у него были блестящий министр обороны, у него хороший был советник по национальной безопасности, я не имею в виду Болтона, Болтон это так, это отдельный разговор. Нормальный директор ЦРУ, потом госсекретарь Помпео и так далее. И вот они ограничивали полеты ветра в голове Трампа. Он не мог развернуться на полную катушку. Но сейчас его сторонники, правые консерваторы, они подработали этот вопрос. Сейчас нашли где-то, специально подобрали около 3000 людей, которые будут в случае его избрания назначены на ключевые должности, которые не будут его ни в чем ограничивать. Они будут выполнять всю его буйную фантазию. И вот тут-то наступит полный хаос. Некому его будет сдерживать, поэтому он будет гораздо хуже, если его изберут на второй срок. Да он сам говорит, я имею в виду Курт Волкер, что он не знает, каким будет Трамп, потому что никто не знает. Вот никто не знает и все. То есть предполагается, те, которые его сторонники, говорят, да, если он говорит что-то нехорошее, ну, это предвыборная риторика, а если вот станет он президентом, он будет совсем другой. А кто он сказал, что он станет другой? Причем тот же Курт Волкер упомянул, что отличительной чертой Трампа является, как он сказал, неестественная симпатии к Путину, противоприродные, unnatural, необычные. Но это все, это уже приговор, да? Для Украины, во всяком случае. То есть человек, которого связывает необузданная, я бы сказал, симпатия или любовь к Путину, он не может быть другом Украины. Вот, поэтому ждем, как мне говорил один мой приятель, известный здесь адвокат, вся демократия в Соединенных Штатах основана или базируется на судебной ветви власти. Все остальные две – это исполнительная, и особенно он имел в виду Конгресс, говорит, там же одни клоуны работают и находятся. Будем верить и надеяться в судебную власть Соединенных Штатов Америки. Тем временем состоялась важная встреча вчера, как я анонсировал вам накануне, в составе президента США, вице-президента и лидеров Конгресса. Там был, значит, два руководителя то есть лидер большинства, лидер меньшинства в Сенате и Палаты представителей, спикер и лидер демократического меньшинства. И так получилось, что спикер, его загнали в угол. И жару там задавали два человека. Чак Шумер, который накануне посетил Киев, и на основании увиденного услышал, он его размазывал, он рассказывал, какие ужасные потери несут в ВСУ,
какую великую борьбу проводит Украина сейчас. Вот он говорил в эти запотевшие очечки, а тот сидел красные пунцовые очки, потели и сказать было нечего. Потом выступил МакКоннелл, это лидер республиканского меньшинства, но лидер республиканцев в Сенате, который ему чуть ли не в приказном порядке сказал: ты должен поставить на голосование этот вопрос. Это самый простой и быстрый путь. У нас нету времени, нельзя тянуть, нету амуниции, нету боекомплекта у людей, у военных в Украине. Тот начал извиваться, типа, а давайте его теперь разобьем, вот этот законопроект. Там же кроме Украины есть еще Израиль, Тайвань. Ему жестко сказали: нет, ставь сейчас и все. И тут он: мы не можем решать вопрос о иностранных границах, помогать Украине сохранить их границы, не решив вопрос с нашими границами. И это говорит негодяй, который вот, он же поставил этот вопрос в октябре месяце. И решали этот вопрос в Сенате, я вам все это рассказывал. Затянулось этот вопрос на 4 месяца. Потом, когда Сенат уже разработал двупартийную платформу, на основании которой был принят законопроект Сената, этот же Джонсон, после того, как ему позвонил Трамп, он сказал: нет, мы не будем ставить вопрос, не будем сюда включать вопрос о границах, потому что Трамп решил сделать его вопросом, который он будет использовать в предвыборной кампании против Байдена, обвинять Байдена в том, что все плохо на границе. А теперь он опять хочет опять хочет поставить вопрос о границах. Короче говоря, сейчас решается вопрос, собирает инициативная группа 218 подписей тех людей, которые... Это двупартийная должна быть группа, потому что у демократов 213, надо 218 минимум. Собирается вот это количество голосов для того, чтобы принять discharge resolution, о котором я тоже рассказывал, чтобы обойти его. Ну и он, наверное, тоже так хочет с этим делом согласен, чтобы перед Трампом ему отчитаться, типа, я старался, но я не виноват. Они вот такую резолюцию обошли меня. Я ничего не мог сделать. Вот, то есть борьба продолжается. Ожидаем, то ли он поставит на голосование вопрос, то ли с Трампа может произойти что-то под влиянием вот этих ударов, которые он испытывает. Но так или иначе, варианты Б есть, а у Пентагона, у ЦРУ еще дополнительные варианты есть, поэтому ждем, надеемся и верим. Но наша вера основана на, по возможности, хладнокровном анализе текущих событий. Но при этом мы не ударяемся в панику. Если стакан полупустой или полуполный, мы так и говорим, что он или полупустой, или он полуполный. Мы сразу не кричим, что он полупустой. Что дальше было интересно? Ну, безусловно, визит Зеленского в Саудовскую Аравию. Я бы назвал бы блиц-визитом. Что это было? Ну, я сейчас расскажу, используя некоторую информацию, которая в разведке называется сырая информация или raw. Это вот та информация, которую собирает ЦРУ с территории Украины. Потом отсылается в Лэнгли, и там ее уже анализируют, сопоставляют с другой информацией и так далее. Сырая информация – это непроверенная информация. Это информация, которая поступила первый раз от источника. Что с ней делают? Ее нужно перепроверить. Ну, смотря какая, конечно, информация. Если там будет информация, что завтра там в 6 часов 15 минут сюда полетит ракета какая-то или будет совершен очередной страшный террористический акт, то будут действовать по худшему сценарию и сразу же предпримут соответствующие инстанции, соответствующие действия. Но вообще в реальной жизни она нуждается в проверке. Каким образом это делается? Или же должна быть еще поступить информация из других источников, или же должны произойти какие-то события, которые подтвердят эту информацию. Или же источник этот, с ним должна быть проведена дополнительная работа. Она бывает разной совершенно. Короче говоря, это целая наука, перепроверка информации, ее подтверждение. Ну, а пока держим ее в уме и ждем, что будет дальше. То есть я здесь ее использую, заранее предупреждаю. Что это было? Ну, во-первых, обращаю на себя внимание, что это какой-то был странный блиц-визит. Причем такой, как цыганский табор, как это было уже в Аргентину поездка с посадкой, промежуточной посадкой в маленькой африканской стране, которая такого количества иностранцев,
представителей иностранного правительства, наверное, отродясь не видела. Ну вот, то есть приехал Зеленский со своей свитой встречаться с Мухаммедом, с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом. МБС, как его иногда называют, чаще всего называют. Я не слышал, может, кто-то слышал о подготовке такого визита заранее. Вообще, когда глава государства куда-то выезжает, заранее становится известно, проводится какая-то работа. А здесь это вот, ну, что-то мне до боли напомнило Оман-2. То есть, ну, вот так вот, по нескольким параметрам. Параметр первый. Какой-то странный быстрый блиц-визит. Буквально приехали, пожали руки, что-то посидели, поговорили. И потом средства массовой информации Саудовской Аравии отмечают коротко, там, президент Зеленский отбыл из страны. Все. Это мне напомнил анекдот один. Значит, расскажу вам для разрядки. Сидит слон, смотрит телевизор. Звонок в дверь. Приходит, подошел, открывает дверь, никого нет. Закрыл, опять сел. Через 2 минуты бз, опять. Открывает дверь, смотрит, никого нет. Третий раз то же самое. Потом он присмотрелся. Смотрит, комар сидит. Слон ему: тебе что надо? Комар: слониха дома? Нет. А что тебе надо-то? А так, ничего. Передавай, что Эдик прилетал. И улетел. Ну вот, значит, перед тем, как приехал туда Зеленский, в общем, меня поразила вот скоропалительность такая, мгновенность, что ли, стремительность этого визита. Второе. Там накануне вдруг тоже с историческим визитом оказалась целая свора из Кремля во главе с Володиным, спикером Государственной Думы. И с ним приехала такая толпа, что если это для переговоров, вот для серьезнейших переговоров, для государственного визита, переговоры, которые должны длиться несколько дней и закончиться подписанием каких-то важнейших документов, вот только тогда такая толпа нужна. И это первый раз на таком уровне спикер. Он вообще никакого отношения не имеет к внешней политике, от слова совсем, вообще. Это не его епархия, так сказать. Встречался он с председателем консультативного совета, это такой квази парламент в Саудовской Аравии, хотя это не парламент по большому счету, а действительно консультативный совет, но бог с ним. И вот они о чем-то поговорили, и я считал в саудовских источниках, ну, на английском языке, о чем они говорили там. Они сошлись на том, что у них очень умные лидеры, и их, то есть Володина и его типа визави саудовской, нужно приложить все усилия для того, чтобы в законодательном плане максимально способствовать тому, чтобы решение, воля их лидеров как можно лучше воплощалась в жизнь. Ну, то есть, ну, полная фигня, полная бутафория, абсолютная бутафория. Ну и третье. Там оказался Роман Абрамович, закоулычный друг Арахамии, на которого не поймешь, кто на кого работает. У меня такое впечатление, что Арахамия на него работал. Ну и широко известное лицо, широко известное как кошелек, один из основных кошельков, а значит, особо доверенное лицо Путина. Ну и вот вам сырая информация. Согласно ней, под прикрытием вот этой делегации, своры этой из Госдумы Российской Федерации, Володин привез принцу, его высочеству, но он фактически король, будет королем, считают, что минимум 50 лет, привез от Путина конфиденциальный документ, фактически послание Зеленскому, его видение, как теперь должны дальше развиваться события. Ну, назовем условно это мирный план Путина, а возможно дорожная карта Путина. Вот эта вся бодяга и была для этого вот таким образом задумана. Вот, правда, в отличие от переговоров, вообще чем там занимался Володин, Зеленский, он молодцы у него помощники. Они отразили в его твиттере, чем он там занимался, основные моменты. Значит, обсудили мирный план Зеленского. Это полная ерунда, потому что, ну, принц
МБС, наверное, его знает как «Отче наш», потому что дважды проводилась международная конференция в Саудовской Аравии. То есть целые конференции были по обсуждению плана из 10 пунктов. И он их должен знать уже наизусть. Зачем для этого нужна была такая стремительная поездка вот сейчас, сразу после Володина, непонятно. Ну, еще они якобы обсудили формулу мира Зеленского и перспективы того, что Швейцария летом этого года проведет всемирную, опять очередную конференцию, то есть теперь на высшем уровне. Якобы Швейцария это согласилась сделать. Вопрос сомнительный. Швейцария действительно заявила на прошлой неделе о своей готовности это сделать, но недельки за 2, за 3, по-моему, это был премьер-министр, в общем, какое-то официальное высшее лицо Швейцарии сказало, что нам это не надо. Ну, сколько раз уже, действительно было 2 такие конференции в Саудовской Аравии, на Мальте они были, где-то мы еще были. Первая она в Дании была. И швейцарцы сказали, ну сколько можно 10 пунктов обсуждать, сколько конференций для этого нужно. Но теперь вот они сказали, что да, но вопрос, то есть до лета еще дожить нужно, будет это или не будет. В любом случае, даже если бы эти вопросы серьезно решались, но стремительно, в полете, и туда надо вся президентская рать во главе с Зеленским, никак она не вписывается в это, господа. Поэтому чем-то это мне напоминает Оман-2. Так что внимательно следим за развитием событий. А тем временем расположенный в Вашингтоне Институт изучения войны проанализировал последние указы Путина и пришел к выводу, что тот готовится к длительной и глобальной войне. И не только против Украины, а вообще с НАТО. Войны, слава богу, конвенциальной. В чем они видят эту подготовку? Указ Путина о том, что, ну, во-первых, количество вооруженных сил военнослужащих он собирается увеличить на 170 тысяч человек по сравнению с тем, что было под ружьем в Мордоре накануне 24 февраля 2022 года. Но самое главное, образуются 3 округа, 3 военных округа, которые были ликвидированы Сердюковым, одним из министров обороны Путина в 2010-х годах, когда он там все крушил и так далее. Ну и теперь Путин их воссоздал. Будет Южный округ, куда собирается он включить и территории, аннексированные вот сейчас. Нет, он объявил их аннексированных после 24 февраля 2022 года. А еще, вот самое главное, это Московский округ и Ленинградский военный округ. И вот они считают, что вот это свидетельствует о том, что Путин готовится к войне с НАТО. Хотя тут же отмечает, что это решение связано, безусловно, с недавним присоединением, вхождением Финляндии и фактически уже состоявшимся вхождением в НАТО Швеции. Ну вот я бы здесь как-то так более скептично или критично отнесся к смыслу этих указов Путина. Потому что я думаю, что вот это и есть. Он же грозил местью страшной, да? Что НАТО к нашим границам, да никогда в жизни. Он же на Украину напал, чтобы НАТО не подвинулось ближе к сердцу матушки России. А тут Швеция, тут Финляндия, оттуда из рогатки можно до шпиля Адмиралтейства в Питере достать. На ракете Storm Shadow в 2 минуты лететь, и нет Питера. Ну и вот там Путину, ему же надо было что-то сделать. То есть это стратегический полный провал. Ну и вот он организовал Московский и Ленинградский военный округ. Очень подозреваю, что на этом деле, на этом и окончится. Это будет, как раньше говорили, наш ответ Керзону, да, или Керзону. Ну ладно, но тем не менее расслабляться нельзя. Путин ответил страшным ответным ходом на приближение НАТО прямо к северной столице. Кстати, Сталин, когда начинал, то есть когда Сталин напал на Финляндию, там же основной смысл-то в чем был? Боялись, что в случае начала большой войны слишком близко
Финляндия к Ленинграду, и надо ее отодвинуть. И вот из-за этого напали на нее. А теперь она уже совсем уже НАТО подвинулась. Тем более тогда это были артиллерийские там пушки, которые одну дальность имели полета снаряда, а сейчас это совсем другая. Но проглотил, пытался, вернее, хорошую мину при плохой игре изобразить. Пусть дитя тешится. А тем временем Финляндия, это, видимо, в ответ на образование Ленинградского военного округа, Финляндия заявила, что она не запрещает, не ограничивает Украину использовать свое оружие для ударов вглубь территории Российской Федерации. Правда, она тут же подчеркнула, что пока она не передавала такого оружия, но какое конкретное оружие она уже передала, она не говорит. Тут же финские издания, финские СМИ, это Wiley, наверное, так называется, это очень сложно, YLE издание, обратилось к представителям НАТО, и представитель НАТО от имени блока сказал, что каждая страна блока имеет свою политику в этом плане. Но вообще, по большому счету, НАТО считает, что Украина является жертвой агрессии, поэтому имеет право применять для борьбы с агрессором, то есть стрелять по агрессору, где бы он ни находился. И подчеркивает при этом, что Устав Организации Объединенных Наций разрешает это делать. Позволяет атаковать военные объекты через сухопутные границы. Об этом, кстати, подчеркнул один из эстонских военных, когда шла дискуссия по этому поводу. Что касается Соединенных Штатов Америки, ну вот с тех пор, когда началась вот эта катавасия вся с задержкой утверждения помощи Украине в Конгрессе, представители Пентагона говорили, что мы уже не накладываем ни на каких ограничений на то, как Украина будет использовать наше оружие. Великобритания, передавая Storm Shadow, говорит, нам плевать, куда будет стрелять Украина. По российской территории, значит, будет по российской. Что касается Белого дома, официальной позиции. По этому поводу сказала представитель Белого дома следующее. Тут надо следить за словесной эквилибристикой внимательно, чтобы понять смысл. Цитирую вам. С начала конфликта США не поощряли Украину наносить удары за пределами своих границ. То есть не поощряли, вот оно ключевое слово. Encourage называется. Но они не говорят, что мы запрещали. Они не говорят, мы против. То есть не поощрять – это значит не стимулировать. Типа, давай-ка ты жахни нашими ракетами по их территории. Американцы это не говорят. Как ЦРУ, о котором я вам рассказывал. 2 видео, посвященные статье Нью-Йорк Таймс об операциях ЦРУ с территории Украины. Они говорят, мы не нажимаем на курок, мы никого не убиваем. Но да, мы помогаем навести на цель. Вот такая тонкая позиция. Ну и, наконец, это типа вот продолжение дискуссии с Институтом изучения войны. Кстати, его возглавляет 4-звездный генерал Ким, блестящий генерал. Вот такого бы министр обороны Соединенных Штатов Америки. А лучше еще президентом. Вот он бы тоже быстро, стремительно бы решил вопрос с Путиным и с его Рашей. Но, к сожалению, слишком резкий генерал. Я когда выступал с ним на одном форуме, и там были представители Госдепартамента, других агентств Соединенных Штатов Америки. Я смотрел, как этот генерал их срезал. Он их строил этих всех дипломатов и буквально словесно порол их. Порол за вот это бесхребетное совершенное отношение к путинскому режиму. Так вот, значит, но у них вот в Институте изучения войны все нормально, в отличие, в смысле анализа военной ситуации. Но я заметил, очень часто они упускают экономическую, финансовую составляющую вопроса.
То есть там Путин может пыжиться, он может изображать новые округа, он может там рисовать новые цифры, которые он поставит под ружье. Но рано или поздно возникает вопрос, где деньги ЗИН? И вот по этому поводу, значит, небольшое сообщение. Раша просит кредит у Китая. Она и раньше просила его. Дело длится у них с 2014 года. И Россия хотела взять этот кредит. То есть речь идет следующим образом. Россия выпускает ценные бумаги, номинированные в юанях. А Китай покупает эти бумаги и платит, и дает в качестве кредита России юани. Этот вопрос рассматривался в 2014 году, потом в 2016, потом в 2019, и в конце концов вот до сих пор это, то есть, фиаско. План потерпел фиаско. Договориться с Китаем не удалось. Пекин разрешает иностранным заемщикам выпускать облигации свои, номинированные в юане, но они продаются на внутреннем рынке Китая. И заемщику иностранному деньги дают там, в Китае, и этот заемщик может их использовать только там же, в Китае. Вывозить – это надо специальное разрешение, это другое совсем соглашение. Ну и что получается? То есть если Россия сейчас… Он как-то так вот даже умер, этот вопрос, а вот сейчас он стал особо острый для Российской Федерации. О чем это говорит? О том, что в закромах не так-то много денег. А немного денег, потому что 30% сейчас. Это в самый разгар холодной войны Советский Союз так тратил. Но у него же была другая экономика, и у него был Варшавский договор, и был Совет экономической взаимопомощи, а тут одна Раша, голая босса, нефть, газ. Так вот, если нефть, считается, опустится до 50 и ниже, то в связи с расходами на агрессию против Украины уже в следующем году у нее не останется фонда национального благосостояния. То есть вот оно и подходит дело к банкротству. То есть если Украине нужно ночь простоять, да день продержаться, то этим у них игра. Вот Институт изучения войны говорит, что Путин готовится к длительной войне, а здесь же поступает сообщение из Китая, согласно которому эта длительная война может для Путина закончиться в начале следующего года, потому что денег не будет. И это будет уже совсем другая ситуация. Вот что я вам хотел доложить, господа, на данный момент. Поэтому следи внимательно за развитием ситуации. У Украины есть друзья, никто ее не сливает. То есть, понимаете, если бы хотели слить, Пентагон бы не лез бы из кожи вон, пытаясь найти деньги и поставить вооружение. А Пентагон это делает, естественно, с подачи Белого дома, вместе с Госдепартаментом, другими учреждениями Соединенных Штатов Америки. Уже бы сказали, извините, вот у нас есть Трамп, вот он очень плохой человек, вы должны его проклять и все. Есть на кого свалить, но никто этого не делает, никто не сваливается. Каждый пытается, крутится, как белка в колесе, и пытается помочь в меру сил. Я думаю, что, как говорится, разом переможем. Все должно быть нормально. На этой высокой ноте, дорогие друзья, еще раз призываю: сделай то, что мы можем. Сделай, что можешь, и будь, что будет. Каждый должен выполнить свой долг для себя прежде всего. Эти 300 миллиардов, каждый из вас может их получить и должен получить, кто пострадал от российской агрессии. А может это все пролететь, как фанеры над Парижем, и приземлиться где-нибудь в офшорах. И потом опять будем говорить, нас опять обманули, опять Байден с Обамой не доработали. Поэтому, господа, еще раз призываю, у нас нет времени на раскачку, уже пора доводить результаты нашей петиции до потребителя. Подписывайтесь, пожалуйста. И, как всегда в конце, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.